Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял... Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, я являюсь автором этих обоих каналов. Музыка, влоги. Добро пожаловать. На влогах снимаю немножко путешествий, обзоры отелей, большинство Турция. Также покатухи Скандинавия, Швеция, Норвегия. Остров в Германии, где я проживаю, Свайтевонзиц. И дачу немножко. Так что добро пожаловать. Может, что-нибудь интересное найдете. Музыка также я делаю сам для себя. Это КАИ и АИ, как хотите, так и понимаете. В общем, большинство инструментальная музыка для дороги мне. QR-код, который видите сейчас, это мой телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала. Чтобы могли поделиться своими мыслями, ссылками, роликами. И мы снимем на ролик кролик. На ваш ролик свой кролик. Ну или наоборот, в общем. Присоединяйтесь. Народ очень адекватный. По крайней мере, я могу сказать тех, кто постоянно общается. Каналчик маленький, около 100 человек, но движение постоянно есть какое-то. Бывает, час не зайдешь, там уже 200 сообщений. Брым. Да, это небольшой канал. Ну, как есть, так есть, в общем, да. Мы не гонимся за количеством, а за качеством. Присоединяйтесь. В Германии продолжаются, как правильно назвать-то бы, сказать, недовольство, можно сказать. И сейчас я вам покажу, в принципе, несколько роликов. Ролик тоже получится длинный. Я сделаю нарезочку. Одна мадама. Тоже вот она не может успокоиться. Она, понимаете, она обсирает всех. Она обсирает Германию. Она обсирает немецкий народ. Потом она переключается на немцев, которые говорят на русском, русскоязычных немцев, да, переключается. Ну, лишь бы на кучу навалить говна на них. Только не надо мне сейчас писать. Я знаю, хейтеры начнут, ты сам это снимаешь. Да, я это сам снимаю, я показываю, что именно они делают. Они сами себя сняли на ролик, выставили, показали. Я его показал вам. То, что она говорит, она не прикрепила ни одного ролика. Так что давайте-ка посмотрим и начнем мы вот с этого. Ребят, я в полнейшем ужасе от страны Германия. Я же говорю, рекомендации вообще айтишникам, наверное, потому что я знаю, что Германия сейчас набирает огромное количество айтишников. Не вздумайте сюда ехать, не вздумайте. Будут вам 10 тысяч предлагать, отказывайтесь. Лучше работать где-то за 2-3 на Кипре с нормальными людьми, чем здесь за 10. Она раздает рекомендации даже, да? Значит, добилась успехов, наверное. Тысячи Только в чем? за 5000, да. Кто знает, тот понял, о чем я говорю, да. Эти люди, это все не стоит ни цента, ни секунды вашего времени, ребятки. А всем, кто попал в эту жопу, поскорее выбраться, рассчитаться с этим всем говном, что на вас здесь навешали. И уехать благополучно в лучшую жизнь. И если у вас это получится, вы будете самыми счастливыми людьми на всей планете Земля. Вот. Не стоит вообще ничего эта страна. И высосанного пальца эти люди здесь. Вы слышали. В общем, страна говно, попали в жопу. Рассчитаться с чем? Так получали сколько лет халяву. Я всегда говорил, Германия капиталистическая страна. Халявы не бывает. Да, дают, но обратно заберут, с процентами заберут даже. Они этого не понимают. И обмануть не получится. Лучше быть финансовым, жоп-центром честным. Но как-то не позволяет совесть, да, честным быть. Вот, говном, говорит, в говно такое залезли. Ну, вы сами слышали, что она сказала. Давайте послушаем следующий ролик. Ребят, я уже не могу дождаться, пока я с этого гетто уеду. Я просто не могу дождаться. Я этих людей уже на улицах не могу, этих всех инвалидов, кривых, косых видеть, реально, этих всех геттовых брод. Озлобленный, злой, тупорылый. Я не могу их видеть. Меня они, сука, уже сидят вот здесь. Это не особо, это особь. Она говорит о гражданах Германии. Открыто, понимаете, она оскорбляет целый народ. И это не единственный ролик. Давайте послушаем еще один.
Германия для меня, я же уже говорила, вот миллион беженцев уже высказались по поводу Германии. Это для меня помойная яма, вот чистая помойная яма. Миллион беженцев высказалось по поводу Германии. Беженцы получают деньги подъемные, всевозможные пособия. То тут, то там. Оплачивается квартира, свет, электричество. Много что оплачивается. На детей, страховки. Сами свой карман они не платят ничего. Не платят ничего. И они высказались. Потому что мало им, да? Этого мало. Но работать почему-то этот миллион не хотит идти. А высказываться, да. Дальше слушаем. Из всякого сброда, из всякой, я говорю, солянки, сброда, которая, во-первых, бескультурная приехала сюда с 0 центов в кармане, без образования, без ничего, без культуры. И вот оно готово за 1000 евро немцам 30 лет лизать, подлизывать, и чтобы немцы их вздрючивали, там, унижаться перед немцами. И эти люди довольны, в принципе, потому что дома они 50 евро не могли заработать себе. Вот. Поэтому, конечно, они рады. Где они в их стране 1000 евро заработают, да? Вот, поэтому... Но мне единственное, что в этих... Я никого не осуждаю. Они имеют место быть. Нет, ты никого не осуждаешь. Ты только говно льешь со своей ротовой полости. Да. Хоть их будет здесь вся Германия такая, да. Но они не имеют права, слышишь, украинцам тут тыкать и фыркать. Потому что они, видите ли, здесь 30 лет, и, видите ли, тут А речь идет не о 30 годах, или 20, или 40 прожитых. Речь идет о ваших роликах, что вы записываете, что вы оскорбляете, что вы жрете на камеру и еще громко орете. Мы едим это, жрем на налоги. Делаете распаковки. Чего распаковки? Тафеля. А потом этот тафель раскидываете еще весь. То, что вам достается или же бесплатно, или за какие-то копейки, 2, 3, 5 евро. Я не знаю, не ходил, я просто по роликам могу судить. Вы можете написать, кстати, сколько стоит тафель. И я не гребу всех под одну гребенку. Но те, которые снимают, ну, к тебе это, кстати, тоже относится, наверное. и у них тут эго немножко поднялось, что они 1000 евро в месяц зарабатывают на протяжении 30 лет. Вот они не имеют украинцев. 1000 евро, она говорит. Но я вам скажу так, 80-90%, кого я знаю людей, да, я буду за них говорить. Как я понял, она говорит о аузидлерах, то есть русскоговорящих немцах. Все имеют не одну машину, дома, кто-то по 2, а кто-то по 3. Квартира, бизнес. С 1000 евро ты не уложишься. Катаются по 3, по 4 раза в отпуска. Катера имеют. Ну, ладно. Пускай она при своем останется. Слушаем. Право фыркать этот сброд, потому что они ничтожество, вот, которое само знает, что ничтожество, им просто немцы постоянно каждый день об этом рассказывают, дрючат их, и у них вот это вот эго больное, которое еще осталось там, униженное, оно на украинцах, получается, на украинцах пытается самоутвердиться, да, за счет украинцев. Вот озлобленное такое, знаете, которого унижали 30 лет, это вот сброд. Вот оно озлобленное именно. Оно именно не только бедное, оно и не только тупое, оно озлобленное. И вот то, что оно пытается над украинцами тут поглумиться, вот это я же говорю, вот это не надо делать, потому что мы прекрасно знаем, с кем мы имеем дело, да, скажем так, и в какой мы стране живем. Вряд ли. Она все рассказала о себе, в принципе. То, что вот она чувствует, то она все про себя и рассказала, в принципе, да. Откуда ты знаешь, в какой ты стране живешь? Ну, это все временно, в принципе, для тебя. Будем следующий ролик смотреть. У меня их тут много. Будет очень длинный. Но будет очень интересно в конце. Короче, я поняла, кто такие русские немцы. Русские немцы — это наполовину казахи, потому что у многих казахские лица, то есть они смешанные. То есть они пока жили в Казахстане, папы ходили казашкам, и, соответственно, там смешивались, да, и потом получились русские немцы. Я так поняла. Ну, я скажу одно, да. Даже если кто-то ходили к казашкам, я знаю смешанные пары, тут проживают в Германии, да, проживают в Германии, жена казашка, он немец, или наоборот, да. А при чем тут нация вообще, да?
И если ты говоришь, к казашкам ходили, как они могут быть русскими, немцами вообще? Вот у меня это в голове не укладывается. Но у него, в принципе, там все уже, да, у него лишь бы открыть рот, и из ротовой полости начинает течь. Я не голословный. Слушаем дальше. Так, дорогие друзья, самое страшное для русских немцев — это сказать им, что ты не русский немец, потому что у них и так комплекс на всю жизнь, что они, видите, лишь не немцы, и всю жизнь говорили, что вы же какие вы немцы, если у вас лица мордвинские, вы смеси, вы приехали, от вас там немецкой кровью и не пахнет, да, ну так, между нами, да. И вот, для них самое страшное, они уже, очень многие из них обиженные, когда сюда приехали, им сказали, какие же вы немцы, вы на европейцев не похожи, вы все узкоглазые, это откуда вы так приехали? Мой дед там, полюбил казашку там и все остальное, этому все понятно, да. Полюбил казашку, и ей все понятно, значит. Понимаете, она все такие ролики снимает. У нее комплекс, вот именно комплекс неполноценности, но это, скорее всего, зависть, ненависть, жадность. Это 3 вот этих главных фактора, которые грызут. Слушаем дальше. Ребят, вчера мне, кстати, пришел такой комментарий, что вот эти русские немцы, которые здесь, да, вот эти вот, которые не похожи на немцев, внешне не похожи, да, не сильно похожи, мне так кажется, они похожи там на казаков, на мордвинов, многие, да. Не все, но многие. Вот. И мне написали, что это вообще не немцы. Что, оказывается, те поселения вот там вот на Поволжье, в России, в глубинках, где они жили, обитали, там в этих населениях были вот эти вот разные национальности. Это совсем не немцы. Очень много было реально там алкашей, тоже люди там спивались в этих глубинках. И только вот эти вот все... национальностью рядом, которые живущие, узнали, что немцы едут в Германию, они начали немцев там чуть ли не убивали. И деньги давали, чтобы эти документы получить, и потом сами приезжали в Германию и сказали, что мы немцы. Типа они у немцев забрали документы, вы можете... Она вообще понимает сама, что она несет? Я половину не понял, в принципе, да? Это все разные ролики. Я включаю, все разные ролики она записывает. То ходили к казашкам. Теперь Поволжье. Она, понимаете, она все в кучу нагребает и начинает обсирать. Еще послушаем. Это опять будет другой ролик. Слушаем. Ребят, вы знаете, я раньше не понимала, почему вот украинцы называют русских немцев в Германии узкий немец. Я думала узкоглазый, да? Узкоглазый немец, да? Но я потом поняла, когда они начали писать, многие из них мне комментарии, да? Вот. Я тогда поняла, почему именно они называют узкий, да? Поняла, значит, молодец. Флаг тебе в одно место, двухцветный такой, да? И скачи. В общем, обосрать у нее получается, да, получается. Всех буквально, всех, кого можно, зацепила она. А теперь давайте послушаем еще 2 ролика. Наберитесь терпения. А теперь она начинает хныкать и жаловаться. Слушаем. Ребят, как бы это ни странно не звучало, но за 4 года, вот в августе будет 4 года, я в Германии, со мной не познакомился ни один немец, не подошел ко мне, не спросил, как тебя зовут, можно ли вас куда-то пригласить, да, ни одна немка просто познакомиться, да, завести какие-то дружеские отношения. Дружеские отношения? А давайте послушаем про дружеские отношения. Германия для меня, я же уже говорила, вот миллион беженцев уже высказались по поводу Германии. Это для меня помойная яма. Понимаете? До этого она снимает ролики. Это помойная яма. Тут одни инвалиды живут. А теперь, значит, с ней не познакомились. С ней никто не дружит. Давайте теперь послушаем дальше. Вот, хотя я с немками пыталась как-то сначала, когда я приехала, а потом поняла, что с этим ничего не выйдет в нашей дружбе, когда я пыталась общаться с одной немкой, и когда она мне назло посоветовала врача, который мне сделал вот такую проблему, и потом, когда я пришла, я говорю, зачем же ты мне такого врача посоветовала, она улыбалась мне в лицо. Вот, поэтому единственное, что очень много немцев мне говорили о том, что я вонючая еврейка, и один был такой дед, который мне сказал, что меня фюрер не убил, и я вообще должна была появиться в этом мире. Вот это Германия, вот так вот, мой опыт. Вот, ребят, опять она врет. Во-первых, немцы такого не скажут, да?
может, в голове что-то у кого-то и есть, но открыто так не скажут, потому что за это очень-очень карается строго, да, тем более с тех годов еще, да, евреи и война Вторая мировая отечественная, да, была, то, что так немцы не скажут. В общем, ну она придумала, у нее столько роликов, у нее столько, ну да, фантазия у нее, короче, развита конкретно. И что, она опять жалуется. Так дело в том, столько дерьма вылить, да, на страну, на людей, налогоплательщиков, врача. У нее там были ролики про врачей, она там тоже дерьма столько навыливала, да. И теперь она жалуется по поводу, знаете чего? А я вам включу чего, послушайте. Ребятки, я правда не верю, что украинцам выдадут паспорта. Вот и не верь. Правильно, правильно, не надо в это верить. Это чудо не сбудется. Потому что, видя вообще отношения к украинцам, да. Так почему такое отношение? Ты сама сейчас кучу дерьма вылила, 10 роликов, наверное, взял твоих разных, и у тебя только дерьмо льется о Германии. О каких паспортах ты говоришь? О каком отношении ты вообще говоришь? Если такое дерьмо снимать. Я понимаю, что не хотят все-таки нас здесь, да, немцы. Но это исторически связано, да, мы как бы воевали и все остальное. И я же говорю, многие люди до сих пор в той закалке они считают, что мы враги. Вот. Есть такая фигня, да. Вот. Украинцев не сильно хотят в Германии, и я могу предположить, я надеюсь, что я ошибаюсь. Но к нам относятся хуже, чем к арабам и к всем другим, которые сюда поприезжали. Хотя арабов тоже не сильно здесь хотели и все остальное, но все-таки у нас не хотят больше всего. Здесь немцы, да. Я надеюсь, я ошибаюсь. Может быть, я реально ошибаюсь. Может быть, я говорю, через год мы увидим, что украинцам что выдадут уже. Но, видя отношения, видя, как нас морально давят, я желаю вот этим живчикам, кто здесь остается и кто увидит, что будет через год, я им желаю, если они выживут здесь, я говорю, и морально головой не поедут, и на себя петлю не оденут, я желаю им, этим героям, я буду называть это просто герои, да. В общем, бла-бла-бла-бла-бла. Паспорта хочется получить, да? Дерьмом закидала всю страну, а уезжать она никак не хочет. А почему? Вот вы напишите, почему. Ну как так можно, да? Вот дали кров, крышу, оплату, оплачивают страховки. Вот были ролики, к врачу она ходила, врача обосрала, там пипец писала, да, на него непонятно что. И потом говорит, со мной никто не знакомится из немцев. Меня подставили, так ты сама всех подставляешь, ты дерьмо льешь. Ты думаешь, немцы это не слушают? Да, конечно, слушают это все. Им показывают, им это показывают, переводят. И в другие места это еще отдают, пока отсылают. Я знаю, с моего канала кучу роликов отсылают куда надо. Ну вот, когда время придет получать паспорта, потом эти ролики все всплывут. Да, ребятки. Так оно и есть. Теперь дело за вами. Комментируем. Рассказываем. Какого вы мнения вот о такой особи? По-другому я назвать ее не могу. Это мое. Так я и скажу. Особь это, да. Это даже не особо. Если бы столько дерьма вылили, ну, тут как на нацию, на страну, да. Ну, в общем, я не хочу даже это комментировать и как-то обсуждать. Ваши комментарии обязательно почитаю. Скорее всего, тоже отвечу. На все, извиняюсь, я не могу ответить, да, ну, это просто физически мне невозможно, да. У меня несколько каналов, и комментарии идут. Я просматриваю, читаю все, стараюсь кое-кому ответить, конечно. Сердечку поставить, пальчик вверх поставить, по крайней мере, видите то, что я прочитал ваши комментарии. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забываем активировать блим-блим колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Также комментарии, я еще раз говорю, комментарии пишем адекватно и конструктивно. Всем добра, удачи!